Привет, друзья! Меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадный маршмеллоу. Нежная воздушная текстура, эти тающие пузырьки маршмеллоу и насыщенный шоколадный вкус. И все это в одном идеальном десерте. При этом маршмеллоу имеет низкую калорийность и готовится очень легко. Сначала несколько подготовительных моментов. В 50 граммах холодной воды замачиваем 10 грамм желатина и оставляем набухать на время, указанное в инструкции. 70 грамм шоколада без сахара ставим на водяную баню с горячей, но не кипящей водой и оставляем растапливаться. Форму для маршмеллоу застилаем пищевой пленкой, либо можно обильно смазать ее маслом. У меня это прямоугольная форма размером 19 на 6 см. Отставляем ее пока в сторону. В сотейник наливаем 100 грамм натурального сиропа без сахара. У меня это сироп цикория. И добавляем сюда 80 грамм воды. Если любите послаще, то сиропа можно добавить чуть больше. Но суммарно этих жидких ингредиентов должно быть 180 грамм. Также при желании можно добавить сухой подсластитель. Нагреваем их, но не кипятим. В горячую смесь добавляем набухший желатин. И тщательно перемешиваем его до полного растворения. Если вдруг желатин не растаял, а смесь уже остыла, то прогрейте ее еще немного на плите до полного растворения. Даем этой смеси немного остыть. Переливаем едва теплую смесь в чашу для взбивания. Растопленный шоколад снимаем с водяной бани и оставляем остывать. А смесь с желатином взбиваем на высокой скорости миксера. Постепенно начинает образовываться пена, потом и вся масса становится пышной и воздушной. Продолжаем взбивать. Параллельно с остыванием желатин постепенно схватывается и масса становится более устойчивой. Суммарно взбивание может занять от 6 до 12 минут. Время зависит от многих факторов. Процесс идет лучше, если у вас в помещении не слишком жарко. В какой-то момент вы заметите, что миксеру становится чуть сложнее взбивать, или, возможно, увидите, что масса стала более тягучей и плотной. Останавливаем взбивание и видим, что масса уже сохраняет форму, не растекается. Значит, можно завершать процесс. Быстро добавляем остывший шоколад. Промешиваем миксером буквально полминуты до их объединения. Я немного домешиваю лопаткой на случай, если на стенках чаши остались белые участки. И скорее выкладываем в форму, пока масса не застыла. Разравниваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на пару часов. Когда десерт застыл, вынимаем его из формы. Раскрываем пищевую пленку. Присыпаем поверхность какао-порошком. Переворачиваем маршмеллоу на доску. Убираем пленку. И сверху тоже присыпаем немного какао. Разрезаем маршмеллоу на кубики. И можно наслаждаться этим волшебным десертом. Очень необычно, что это и воздушное маршмеллоу, и насыщенный шоколад одновременно. Вкус шоколада особенно хорошо раскрывается, когда маршмеллоу начинает таять во рту. Это невероятно вкусно. Нежная воздушная текстура, эти тающие пузырьки маршмеллоу и насыщенный шоколадный вкус. С чашечкой чая или кофе это просто идеально. При такой простоте приготовления этот десерт очень изысканный и вкусный. Я готовлю его на горьком шоколаде, но, думаю, при желании можно использовать любой качественный шоколад без сахара, в том числе и молочный, и, например, какао тертое. Пробуйте, пишите в комментариях, как вам такой необычный десерт. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!